Всем привет! Сегодня на канале Mazes Knitting вяжем кофточку узором ромбы на молнии для малышей от 12 до 18 месяцев. В начале вязания отсчитываем 52 петли пряжи Alize Puffy Fine и прикрепляем маркер. 53 петлю провязываем изнаночной в 52, продеваем спереди назад. Так провязываем еще 3 изнаночные петли. Всего мы провязали 4 изнаночные петли. Дальше провязываем 4 лицевые петли ромба. Первые с перекрещиванием слева направо, вторые 2 справа налево. Перекидываем рабочую нить и протягиваем петли сзади наперед. Провязали 4 лицевые петли ромба. Теперь перекидываем рабочую нить и провязываем 5 изнаночных, продевая спереди назад. Провязали 13 петель правой полочки кофты, 4 изнаночные, 4 лицевые ромба и 5 изнаночных петель. Устанавливаем маркер между 13 и 14 петлей, обозначая границы полочки. Дальше будем провязывать 26 изнаночных петель спинки, продеваем петли спереди назад. После того, как провязали 26 петель спинки, снова устанавливаем маркер и провязываем 13 петель левой полочки. 5 изнаночных, 4 лицевые петли ромба и 4 изнаночных. Вяжем в зеркальном отражении. 5 изнаночных вяжем, продевая петли спереди назад. Дальше провязываем с перекрещиванием 4 петли ромба. Перекидываем рабочую нить и первые 2 петельки перекрещиваем слева направо. Провязываем их лицевыми, продевая сзади наперед. Перекидываем рабочую нить и оставшиеся 4 петли провязываем изнаночными, продевая спереди назад. Закончили первый ряд, второй ряд вяжем в обратном направлении, не переворачивая вязание. Сначала провязываем 3 изнаночные петли. Следующие изнаночную и лицевую петли перекрещиваем справа налево, лицевая сверху, провязываем лицевыми петлями. Следующие 2 петли провязываем лицевыми. Последнюю лицевую петлю ромба перекрещиваем с изнаночной слева направо, лицевая сверху, и провязываем их лицевыми петлями. Таким образом, стеночки ромба у нас разошлись в стороны, и у нас образовалось 6 лицевых петель ромба. Теперь все оставшиеся петли провязываем изнаночными до следующей полочки. Дошли до правой полочки, где у нас прикреплен маркер, и вяжем ее аналогично левой, только в зеркальном отражении. Провязываем 4 изнаночные петли. Затем 5-ю изнаночную перекрещиваем с лицевой петлей ромба справа налево и провязываем их лицевыми.
Следующие 2 петли провязываем лицевыми. Последнюю лицевую петлю ромба перекрещиваем с изнаночной слева направо, лицевая петля сверху, и провязываем их лицевыми. У нас осталось 3 изнаночные петли. Перекидываем рабочую нить и провязываем их изнаночными спереди назад. Закончили второй ряд. Следующий ряд вяжем в обратном направлении, не переворачивая вязание. В первом и во втором ряду стеночки ромба у нас расширялись и перекрещивались стороны. В третьем и четвертом они будут сужаться и перекрещиваться к центру. В начале третьего ряда провязываем 3 изнаночные петли. Перекидываем рабочую нить и провязываем 6 лицевых петель ромба. Первые 2 провязываем с наклоном влево. Дальше провязываем 2 средние петли ромба. И оставшиеся 2 петли перекрещиваем с наклоном вправо. Таким образом, стеночки ромба начали сужаться к центру. Все остальные петли провязываем изнаночными. Движемся ко второй полочке. На левой полочке с обратной стороны узор повторяем. Стеночки ромба сужаются к центру. Последние 3 петли провязываем изнаночными. Закончили третий ряд. В четвертом ряду движемся в обратную сторону. Четвертый ряд вяжем таким образом: 4 изнаночные петли, затем 4 лицевые петли, которые перекрещиваются к центру ромба. Остальные петли провязываем изнаночными до следующей полочки. На правой полочке повторяем сужение стеночек ромба.
В конце 4-го ряда провязываем 4 изнаночные петли. В 5-м ряду делаем перекрещивание стенок ромба к центру вязания. На правой полочке перекрещивание делаем слева направо. На левой полочке справа налево. Такие перекрещивания повторяем в каждом 5-м ряду узора ромбы. В 5-м ряду вяжем 5 изнаночных петель. Стеночки ромба перекрещиваем с наклоном вправо и провязываем их лицевыми. Все остальные петли до следующего ромба на левой полочке провязываем изнаночными. Две центральные петли ромба на левой полочке перекрещиваем справа налево и провязываем их лицевыми. Затем провязываем 5 изнаночных петель. Шестой ряд вяжем как первый. 4 изнаночные петли, 4 петли ромба с перекрещиваниями справа налево и слева направо. Все остальные петли вяжутся изнаночными до следующего ромба. То есть, начиная с 6-го ряда, повторяем узор ромбы. Закончили 6-й ряд, и нам нужно провязать еще 6 рядов, продолжая узор ромбы. Хозяйка, пальчики не устали? Может, массажик? А вы меня за это покормите? Ну, все, перерывчик. Ну сколько можно ждать? По-моему, в мою мисочку что-то сыпется. Поиграй со мною, поиграй со мною, поиграй со мною. Хозяйка, поиграй, ну поиграй, ну поиграй. Провязали всего 12 рядов, и у нас получилось 2,5 ромба. В 13 ряду провязываем 13 петель правой полочки и формируем пройму для рукава. В начале 13 ряда провязываем 3 изнаночные петли. 6 лицевых петель ромба формируем по рисунку, когда стеночки ромба сужаются к центру. И завершают 13 ряд 4 изнаночные петли. Всего мы провязали 13 петель правой полочки. 14 ряд вяжем в обратном направлении. Для закругления проймы первую и вторую петельки складываем вместе и провязываем одной изнаночной петлей с рабочей нити. Таким образом у нас сократилась 1 петля. Дальше провязываем 3 изнаночные петли, 4 лицевые петли ромба, которые соединяются к центру. И заканчивают ряд 4 изнаночные петли.
Провязали 2 ряда полочки, и у нас осталось 12 петель. Нам нужно провязать еще 5 рядов, продолжая узор ромбы. Провязали всего 7 рядов полочки. Рабочая нить у нас осталась слева. Для закругления горловины с правой стороны закроем 3 петли, продеваем одну в другую. Возвращаемся в начало 8 ряда и провязываем 5 изнаночных петель. Две лицевые петли ромба перекрещиваем по рисунку слева направо. Для закругления горловины 2 последние петли складываем вместе и провязываем изнаночной петлей. Закончили 8 ряд полочки, у нас осталось 8 петель. В 9 ряду 2 первые петли перекрещиваем слева направо и провязываем их лицевыми. Вторые 2 петли перекрещиваем справа налево. Теперь нам осталось провязать 4 изнаночные петли. Закончили 9 ряд правой полочки. Теперь привязываем рабочую нить к левой полочке с внутренней стороны и вяжем ее аналогично правой, только в зеркальном отражении. Закончили вязание обеих полочек. Ниточки, которые остались, обрезаем, оставив небольшие хвостики. Приступаем к вязанию спинки. Для этого в районе проймы для рукава закроем по 2 петли с правой стороны и с левой. Продеваем одну петельку в другую. Таким образом, из 26 петель спинки у нас осталось 22. С правой стороны привязываем рабочую нить и провязываем изнаночными 22 петли. Всего нам нужно провязать 9 рядов спинки. Движемся сначала в одну, затем в другую сторону. Провязали 9 рядов спинки, ниточку обрезаем. Отсчитаем с правого края 8 петель и следующие 6 петель закроем, продевая одну в другую. Это нам нужно для закругления горловины. С левой стороны у нас остается также 8 петель. Приступаем к соединению плечевого шва. Для этого складываем лицевыми сторонами детали полочки и спинки. Теперь 8 петель спинки продеваем в соответствующие им 8 петель полочки. Теперь все петли закрываем, продеваем одну петлю в другую. Вот такой незаметный шов у нас получился. Аналогично соединяем детали левой полочки и спинки. Соединили оба плечика, и у нас получилась вот такая жилеточка. И теперь приступаем к вязанию рукава. Привязываем рабочую нить в области подмышки и начинаем набирать петли с рабочей нити по всей окружности рукава. В первую, вторую и третью петельки набираем по одной петле, в четвертую 2 петли с рабочей нити. И так чередуем. В первую, вторую, третью по одной и в каждую четвертую по 2. Движемся к первой петле.
Набрали петли по всей окружности рукава. И сейчас в области подмышек в длинные петли набираем еще по одной. Дошли до первой петельки, у нас получилось 27 петель. Прикрепляем маркер на уровне первой петли и провязываем еще один ряд изнаночными 27 петель. В следующем ряду делаем 3 убавки петель на приблизительно одинаковом расстоянии. То есть складываем 2 петельки вместе и провязываем ее одной петлей с рабочей нити. Перекидываем рабочую нить наперед, все петли провязываем изнаночными. Довязали ряд до конца, и у нас сократилось 3 петли. Переставим маркер на уровень первой петельки. Теперь нам нужно провязать без убавок 24 петли, еще 2 ряда. Мы связали 4 ряда рукава. То есть в первом ряду мы набрали петли, во втором ряду мы убавили 3 петли и провязали 24 петли, еще 2 ряда. Теперь нам нужно эту убавку из 3 петель еще раз повторить. То есть в следующем ряду мы убавляем 3 петли и через 2 ряда убавку еще раз повторяем. Мы связали 9 рядов рукава и убавляли 3 раза по 3 петли во втором, в пятом и восьмом рядах. У нас осталось 18 петель. И 9 ряд мы провязали без убавок 18 петель. И сейчас в 10 ряду мы сделаем еще 2 убавки здесь и здесь. И у нас останется 16 петель рукава. Провязали 10 рядов рукава, и у нас осталось 16 петель. Прикрепляем маркер в районе первой петельки и провязываем узором резинка еще 4 ряда. Первую петельку провязываем изнаночной, вторую лицевой. И так чередуем: изнаночная, лицевая. Дошли до первой петельки, довязали первый ряд. Во втором ряду все изнаночные петли вяжем изнаночными, а лицевые – лицевыми. Так мы провязываем узором резинка еще 3 ряда. Провязали 4 ряда узором резинка, и начиная с первой петельки, с изнаночной, все петли закрываем, продеваем одну петлю в другую.
Закрыли все петли, рабочую нить обрезаем и последнюю петельку на рабочей нити распускаем, чтобы получился хвостик. Продеваем его в середину оставшейся петли и за оба ребрышка соседней закрытой петли. И снова возвращаем в середину последней петли. Теперь все ниточки разравниваем, а оставшийся хвостик подшиваем с помощью обычных ниток для шитья. У нас получился совсем незаметный переход. Аналогично вяжем второй рукав. Приступаем к вязанию воротничка. Привязываем рабочую нить к верхнему краю правой полочки в районе горловины. Набираем по одной петле с рабочей нити за внутреннее ребрышко верхних петель горловины. В широкие отверстия нам нужно набрать по 2 петли за одно ребрышко и за второе. По краю горловины правой полочки до правого плеча нам нужно набрать 9 петель. Дошли до плечевого шва, у нас должно получиться 9 петель. 10-я будет петля плечевого шва. Такое же количество петель мы должны набрать на левой полочке по краю горловины. Пропускаем петлю, которая у нас осталась от соединения плечевого шва, и набираем 7 петель по краю горловины спинки до следующей петли плечевого шва. Итак, мы набрали 9 петель по краю горловины правой полочки. 9 петель на спинке, включая 2 петли плечевых швов. И 9 петель на левой полочке. Всего мы набрали по краю горловины 27 петель. Второй ряд вяжем в обратную сторону. Провязываем лицевыми петлями 27 петель. Третий ряд вяжем в обратную сторону. Всего нам нужно провязать 4 ряда воротничка. Провязали 4-й ряд, рабочая нить осталась слева. Теперь все петли, начиная с противоположной стороны от рабочей нити, закрываем, продеваем одну в другую. После того, как закрыли все петли, рабочую нить обрезаем и последнюю петельку распускаем. Оставшийся хвостик продеваем в последнюю петельку и подшиваем обычными ниточками для шитья. Приступаем к обвязке нижнего края кофты. Привязываем рабочую нить и продеваем по одной петле с рабочей нити в каждую петлю нижнего ряда, то есть через каждые 2 ребрышка. Стеночки ромба провязываем одной петлей с рабочей нити, как бы стягивая их.
Дальше все петли провязываем по одной. Следующие стеночки ромба также провязываем одной петлей. В следующем ряду все петельки закрываем, продевая одну в другую. Движемся с противоположной стороны от рабочей нити. Закрыли все петельки, у нас осталась одна незакрытая петля. Набираем по одной петле с рабочей нити в каждую закрытую петлю предыдущего ряда за верхнее ребрышко. Начинаем с последней закрытой петли. В следующем ряду все петельки закрываем, продеваем одну в другую. Движемся с противоположной стороны от рабочей нити. Закрыли все петли, ниточку обрезаем и последнюю петельку распускаем. Оставшийся хвостик продеваем в последнюю петлю и подшиваем обычными ниточками с изнаночной стороны вязания. Перед тем, как вшить молнию, вяжем 2 косички на высоту кофточки, продеваем одну петельку в другую. Затем, используя обычные ниточки для шитья и иголку, пришиваем обе косички с обеих сторон молнии с изнаночной стороны. И только затем пришиваем молнию кофточки. Вот такая кофточка у нас получилась. С помощью молнии вы можете регулировать высоту воротника. А вот так совсем незаметно и красиво молния выглядит с изнаночной стороны. С помощью манжета вы можете отрегулировать длину рукава. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео, а также присылайте фото ваших готовых работ по нашим мастер-классам нам в Instagram.